Отель Кумбель, бывший пионерский лагерь, юный геолог. От него идем вверх по ущелью Казачки, Терес-Бутак. Мы приехали на такси до отеля Кумбель. А, наверное, многие, когда идут с ночевками, оставляют свои машины перед шлагбаумами в начале маршрута. Мы так не делаем. А кто так делает, напишите в комментариях, безопасно ли это. Пройдя 2 километра, на Кокжайляу не идем, сворачиваем направо, в сторону Гвардейского перевала. Хребет Терес-Бутак, очень красивый. Юный геолог. Там КЖ, там в верховье ущелье Казачка. Мы идем прямо в сторону ЮГЭ и Гвардейского перевала. По старой грунтовой дороге идем на место, где я не был, наверное, лет 25-30. Помню, как-то так спонтанно пошел один, нашел ровную площадку. Там было все такое заросшее, вытоптал траву. Вообще не было никаких следов человеческой деятельности. И хотим посмотреть сегодня, что там изменилось за эти, уже можно сказать, десятилетия. Уже прошли 3 километра от отеля Кумбель. И здесь развилка. Нам прямо по этому отщелку в сторону хребта Терес-Бутак. А тропа, дорога уходит направо в сторону перевала Гвардейский. Вон он виден. Развилка. Тропа пошла на Гвардейский. А мы идем прямо. Тоже по старой грунтовке. Отщелок не очень длинный, но не узкий. Красивый сосновый бор. Здесь можно останавливаться. Ручей справа, правда, в глубоком овраге. Туда, куда мы придем, он рядом будет. Древний пожарный щит. Вот как раньше. Закончился сосновый бор. Ущелье еще сильнее расширилось. Визуально, по крайней мере. Очень красиво. Я, кажется, где-то вон там стоял. Сейчас посмотрим. Вода тогда текла. Посмотрим, течет ли сегодня. Хорошо так поднялись. Отсюда будут видны огни города. Тропа совсем пропала почти. Совсем слабо натоптанная. Очень красиво. Под хребтом Терес-Бутак. Северный склон. 4 километра. Высота почти 2200. Как Кокжайляу. Только ни единой души. Есть вода. Тут ручеек. Сделали небольшой себе водопровод. С водичкой запасемся. Рядом со стоянкой, но лучше набрать. Пока палатку еще не поставили. Погода позволяет. 11 часов где-то. Решили горячий шоколад попить. Это у нас традиция прям. С рогаликами. С хлебцами. С яблочным повидлом. С орехами. Хорошо. Всего 2 километра от тропы на Кокжайляу по Казачке. И здесь такое место замечательное. Ни одной живой души.
Пока верхний слой, как обычно, когда мы на дневках, полудневках, когда хорошая солнечная погода. Остатки лавин. Здесь было все заросшее уже. Пока еще невысокая тропа. Здесь у нас будет кухня. Притащили бревно. Вечером будут посиделки. А я, когда, лет 25-27, наверное, назад, пониже там останавливался, в лесу. Вот туда был разгар лета, вечер. Дошел, упал. А сейчас еще весна. Здесь не жарко. Очень, очень даже хорошо. Будем обедать сейчас. Будем дегустировать сублимированный суп производства Леовит, вермишелевый, с курицей. Пахнет как супы из пакетов. Обедаем. Как я уже говорил, суп Леовит. Уже попробовал. В общем, это типа доширака, только тут в раза 3 меньше лапши. И вкус какой-то тоже непонятный. Ну и эти вареники. Ну что ж, продегустировал суп Леовит, вермишелевый, съел тарелку. Не понравился. По-моему, лучше взять доширак или роллтон. Больше наешься, да и повкуснее будет. Хотя все-таки это себя они позиционируют как сублимат. Стоит подешевле, чем снетки, но намного дороже, чем доширак. Да, роллтон. И все-таки это, наверное, не сублимат, а сушеные овощи, там, вермишель. Вермишель, она и так сушеная, да? Ну да. Может, сублимат, не знаю. Курицу не почувствовал, не рекомендую. Съедобное, не более того. Ири говорил, вареники не буду, буду только сублимат Леовит. Вот уже присоседился. Так вкусно, да реально вкусно. Вареники в горах. Вон, гора Смотровая. Вон она. Солнце скоро сядет. Мы на высоте 2200 метров над уровнем моря, как Кокжайляу. Все там, многие там, толпы там. А мы здесь одни. Там у нас вода, ручеек. Поставил второй слой. Утро. Гора Смотровая. Ночь была не очень-то и теплая. Вечером выпала обильная роса. Таира готовит уже завтрак. Выпала обильная роса. Палатка покрылась конденсатом. Потом все высохло, окошки были открыты, в палатке внутри было сухо. Минимальная температура была 2 градуса тепла, примерно в 5 утра. Очень-очень тихо-тихо здесь было. На удивление, думал, будет много звуков.
Тишина. Одни сплюшки только и другие ночные птицы. Собрались завтракать. У нас сегодня на завтрак омлет. Вкуснятина. И на второе льняная каша. Хорошее место. Мы его подустроили. Вытоптали травку. Принесли бревнышко. И так далее. Здесь даже целые тропки натоптали. Здесь у нас палатка стояла. Летом здесь, конечно, будет жарко и будет очень высокая трава. Поэтому, если летом пойдете, то, наверное, где-то там в лесу, там тоже есть и подход к воде. В одном месте, правда, ручей на протяжении, не знаю, метров 300 пропадает под землей. Под землю уходит. Это учтите, если пойдете. И, пожалуйста, весь мусор заберите с собой. Навели здесь уют. А ведь была просто заросшая уже довольно-таки высокой травой полянка. Аж уходить неохота, но надо. Противопожарный щит. И летом, когда сильная жара, можно здесь остановиться. Здесь тенечек. Правда, здесь ручей течет под землей. Но от места, где он течет открыто, вверх метров 200, наверное, 300 максимум, где мы стояли. Но летом, возможно, и там он не течет. Но ниже он, по-моему, течет всегда. Чуть-чуть спустились, и вот уже ручей течет открыто. Но здесь очень глубокий овраг. В лоб лучше не спускаться, найти тропку, если что. Наверняка есть тропа к воде. На отеле Кумбель нам не удалось вызвать такси. Билайн не ловит, на активе нет баланса. Идем пешком по неинтересной, но не жаркой дороге. Периодически проверяем интернет, но его нет. Вот эта гряда, конечно, справа она экранирует. Сейчас, наверное, в районе Бутаковки уже будет интернет, и там вызов. У нас был вариант пойти в сторону Кокжаляу, но мы подумали, это еще далеко, потом к Просвещенцевой. А в результате получится столько же, но по дороге, там-то хоть по тропе. И ничего страшного. Палящего зноя нету, прохлада, хоть и солнце. Надеемся, сейчас будет интернет, и мы вызовем такси. Так что сюда лучше всего ехать, наверное, на своей машине. Ну, не знаем, наверное, может быть, посредством актива можно вызвать такси. Но Билайн мой сегодня не хочет.